Доброго времени суток! Сегодня на повестке дня у нас грибы, грибочки, грибки. Сочные и вкусные. Вообще я люблю грибы, но только волшебные. Как-никак я внутри свободовец, хотя и снаружи долгаш. Ладно, это рофл. Короче, сегодня попытаюсь рассказать обо всем, что я узнал, фармя грибы. Какие локации лучше, чем отличаются, там день и ночь, и что вообще по боссах и так далее. Фармил я их где-то 8 часов на разных локациях, в разных условиях, и мне есть что сказать. Начать, наверное, хотел бы с того, что грибы респаунятся не везде, не на всех локациях. Например, на юге я их вообще не нашел. Хотя, может быть, просто плохо искал. Но, камон, зачем юг, если есть север? А еще грибы, даже если спаунятся на локации, там, допустим, для примера возьмем просто приток или кузню, то также не по всей локации. Видишь ли, в чем дело? Я думаю, многие уже замечали, что есть куча территорий, где вообще нет ни единого гриба. А есть плантации, где их может быть сразу десятками штук. В этом-то и весь секрет. Они респаунятся спотово. Точнее, по области как прикопы. То есть определенная область, и там будут респауниться грибы. Это и вся истина, которую нужно знать, чтобы успешно этим пользоваться. А если ты ищешь надежный способ пополнить свой баланс Steam, а также с минимальной комиссией на рынке, то рекомендую заглянуть на PlayRock. Здесь просто вводишь свой логин Steam и сумму пополнения, после чего выбираешь способ оплаты, и деньги уже через пару минут будут на твоем аккаунте. А само пополнение доступно в разных валютах, с самыми разными способами оплаты, начиная с карт, заканчивая криптой. Помимо Steam на PlayRock ты можешь найти другие ресурсы, или подписки на более 400 разных игр и приложений. От каких-то Майнкрафтов до Доты, Фортнайта или чата GPT. Ссылочка в описании. Всего есть 3 вида гриба. Возможно, есть и другие, но за 8 часов я их не нашел. В общем, это плесневик, радивичок и мицена урановая. По сути, топовый гриб, который дает 50 экспы. Чем сложнее локация, тем лучше гриб, с большей вероятностью можно найти. Вот показываю пример. Приток – область, где куча грибов. Но тут в основном респаунятся плесневик и радик. Есть небольшой шанс на мицеллу, но оно того не стоит. В том же отражении, к сожалению, такая же ситуация, как на притоке. Шанс на топ-гриб не очень высок. А вот лучшей локацией для меня в ходе тестов стала кузня. Это просто топ. Топ-топский. Здесь по сути даже есть хорошая зона для каждой фракции. В лесу в начале около первого опорного пункта. Даже днем я тут тупо за 10 минут залутал грибов на 1300 экспы. Таким темпом за час выходит порядка 6500 грибов. Это уже с учетом потраченного времени на выносы. Но это еще не самое крутое. А вот когда наступает ночь, то на кузне почти всегда респаунятся только урановые, в огромных количествах. Вот в 42 минуты я прибежал на свое кормленное место, и спустя всего-то минут 7, вот сколько у меня грибов. По экспе это 2300 за такое небольшое количество времени. Правда, возможно, мне повезло, что здесь пока что особо никого нет, и никто особо об этой точке не знает, но сути это не меняет. За час ночи можно лутать около 16 тысяч грибов на этой же кузне. Я, правда, не знаю, сколько длится игровая ночь, поэтому сказал час чисто для простоты подсчета. В принципе, на этой локации я и продолжу кормиться. Ничего для лутания грибов тебе не нужно. Можно даже закуп не брать, только расходку, чтобы быстрее бегать. И просто вот кружишься рядом, бегаешь с этой области, которую нашел, которая для тебя показалась самой комфортной. Обычно за все время я не перебегал на другие, то есть если я фармился в одной, я уже на ней до конца фармился. Там респ грибов в принципе достаточно быстрый, так что просто перебегать не было необходимости, особенно ночью. А что там по поводу других локаций? Ну, если честно, такое себе. К примеру, в лабиринте, как и в кузне, тоже хорошо сыпет на мицеллу. Но там как бы и опасность намного выше. В общем, на кузне просто будет попроще лутать, плюс недалеко от перехода своего. Такая же ситуация и со всеми другими локациями. Там либо просто слабые грибы ресаются, либо до невыгодности опасно. Поэтому на текущий момент кузню я считаю топ-1 локой. Но тут, кстати, еще есть боссы. Они спавнятся в основном ночью. Но я много не находил, только вот таких вот двоих, это вот этого кукловода
И вот такой чувачок-истязатель, который блинкуется. Но у него, в принципе, довольно мало хп, а вообще с боссов падает мицена и какой-то лут, как со спота людей. Но не такое количество грибов, как хотелось бы. Так что чисто охота на боссов невыгодная. Как второстепенный бонус на пути, норм, но не более. Тут есть еще как минимум 2 босса, но я их не нашел. Фармить вообще миллионы грибов, наверное, смысла нет. То есть просто позабирать все лимитированно и залутать все с кейса. А то все вещи вроде как персональные, поэтому... Ну, я просто думаю, что позабираю все с кейса и забуду про грибы. Ну а все, что я говорил сегодня о грибах, чисто мое субъективное мнение, основанное на опыте, я могу в чем-то ошибаться, чего-то не знать, имейте это в виду. Ну а на этом грибную экспансию я бы хотел закончить.